Хотел дальние страны посмотреть. Одесса. 4,5 года проучился. Потом, когда Украина отделилась, я уже приехал обратно домой. Родители жили в тундре. Обучили уже справляться с этими трудностями. Я первый раз пошел на ночное дежурство 5 лет. Я ходил от волков. Главное только руки не опускать, да не лениться, и вот все получается. Вернулся, все замужем уже девушки, второй ровесницы. Да и как-то не искал. Ну это я не знаю, так получилось как-то само собой. Печку я попозже поставлю. Как похолодает, тогда поставлю печку. Да и дров меньше надо. Привык уже. Много лет-то прошло. Лет 15 так живу. У мамы отец. Он в молодости работал батраком за горами, в коме СССР. А позже, еще как повзрослел, он крестил, попом как бы работал. Вот он и дал мне приим при рождении Серафим. И свое имя еще. У меня Нязма, немецкое имя. Помощник. Я вначале пробовал работу искать, устроился в Белоярской работу, там 1,5 года. На обед рыбачил 1 сезон, рыбу ловил. Муксуны там, щекра вылетали, осетра. Ну, зимой я еще этим работал, художником-оформителем. Интернат как-то оформлял там. А я ходил в студию, поэтому я смог потом, когда вырос, оформителем работал некоторое время. Недолго, конечно, полгода. Потом уехал. У меня мать заболела и уехал в тундру.
И он совсем остался тут. Ну, не я первый. У нас и раньше были. И сейчас есть. Так-то мне только 55 лет. У меня напротив, километров 10, дед живет один. Ну, у него жена умерла 4 года назад где-то. Ну, он один. Я повожу зимой, постоянно проверяю, чтобы что с ним не случилось. Дрова вожу. Ну, зимой так экстремально, холодно, пружит, когда часто езжу. И холода доходили уже вот год назад, той зимой. 60 у нас было и 55. Кисы, да, малисы, вот это спасает. Сильную пругу, правда, невозможно уже никуда как. Читаю книги, да. Одесса. Город хороший. После 8 класса экзамен сдал, вот как 9-летка нынче. И поступил туда. На судоводительский факультет. Ну, на штурман. Почти 5. Потом 2 года еще я с 2-го курса в армию еще ушел. Вот оттуда призвался. И сразу вернулся туда же. Надо было на практику идти. И вот даже домой не приехал после армии. Когда они отделились, 1 госэкзамен не сдал. Приехал в тундру домой. Долго не был дома. Потом вертолета долго не было, не на чем ехать было. Пришлось пешком идти, я опоздал все-таки на полмесяца. Пока ехал, пока добирался. А однокурсники сдали экзамен. А мне сказали, что вот для тебя одного уже не будем комиссию собирать. Приедешь на другой год. А потом они вообще отделились. Да, союз развалился совсем тогда. И так и не поехал больше. Море ходил на практике. Турцию там на УПС, вот учебные суда-то бывает. Учебно-производственные там. Толпой всей роты. Я же сам на море вырос, так тут море рядом у меня. На южном берегу Карского моря, как я живу. Вот что царская рыба попалась, это голец уже морской. Он не такой большой, конечно. Хорошая рыбка. Зеленая спина, с моря пришел. Хочу родственникам насолить, а с мои племянники оленеводы подойдут уже.
Со дня на день будет своим. Рыбки покушать не будет. Вот так. Кабатик кушает. Ой, то руку не кушает. Лебедь у меня жил вот 2 зимы. Они вообще дружно жили. У нас еще 3-й был, сейчас он в бригаде. Стадо его увезли. Вот мы 5-ром идем. Они впереди, я в середине, лебедь сзади за нами. Мы доходим до реки, сетки проверяем, идем обратно. Лебедь только доходит. Берем рыбу обратно домой. И он за нами опять обратно. Через полчаса приходит. Сам на озеро ходил. Накушается, придет опять домой ночевать на ночь. Ну, нашли там где-то вот на озерах. Ну, вон, птенец был маленький. Хвоста не было, лица, видимо, оторвало хвост. Выхожу однажды на улицу. Тут какая драка образовалась. Лебедь среди 3 моих собак и защищается. Да, вот такие боевые искусства показывает. На одной ноге развороты такие. Собаки боятся его, они же не сильные эти такие, агрессивные у меня. Зимовал эту зиму. Еще одно лето. 2-ю зиму мы летать мы не смогли, конечно. С балка я бросал его, 50 метров улетал так. А на другое лето у нас оленеводы, уже почти летал 50 метров так. Оленеводы проезжали рядом, и тут собака укусила. Здоровенная рыжая собака такая. Крыло подранило, там еще укусы были на теле. И он, наверное, заболел после этого, и эту зиму не пережил. Холодная зима была, 50 градусов, 45. Я его так одеяло укутаю, все равно мерзнет. Непривычный ход, что так теплолюбивый, я так южный это. Жалко, наш товарищ так и погиб, он замерз. Постоянно работаю, да, никак не приходится скучать. Во рту тает аж прямо когда упитанный, когда бурьян, да, этот голец морской, который заходит к нам сюда. Внутренний жир, лекарства, витамины. Тюлень нерпичает, он, это, наверное, ну, мы его потребляем как еду, так масло, как обычно. Он, наверное, кашель размягчает, вот, на бронхи хорошо, наверное. А обычно у нас кто постоянно вот нерпича, тюленем масло ест, обычно мало кашляют, мало болеют. Но его надо регулярно кушать. Как с юга приехал, я так сильно рвался домой. Вот я приехал, где куда рвался-то, на том месте и нахожусь в своей части дома. Главное, чтобы на жизнь хватало более-менее так. Так чуть-чуть не достает, конечно. Только сейчас время такое. Работаем как можем только. Что делаем? В том году урожай был, я так 300 литров собрал. Брусники. Морожку где-то килограмм, наверное, 50.
Я только одно ведро набрал. Один раз ходил. Пока только они зазрели, вот только заморозки были первые немножечко. Самое время его собирать. Эти витамины-то. Брусничку потребляю, почти не кашляю. Да и в этот. Когда много соберешь, так в город отправляю. Всем, чтобы тоже лечились. Себя оставил 2 ведра. До весны хватило. Морс, то все, варенье делаю. Все. Урожай. Самое время урожай снимать сейчас. Надо искать в сырых местах, где болотный мох есть, там хорошо растет вроде. Ультрафиолет спалил, солнце постоянно, дождей мало. Да. В том году много было тут, сейчас поменьше. Дождей мало было летом. Ну так-то есть, можно собрать. В день. Ну за 5 часов ведро можно собрать. Надо сходить на разведку еще некоторые места. Разведать окрестности. Ну, я на переправе живу, тут у нас речка Байдарета. Вот весной я переправляю, оленеводов, бригады. На ту сторону, на север. Это занимает у меня июнь месяц. Почти где-то до 15 июля. Перерыв. И опять начинаю где-то уже 5 августа где-то обратно они уже идут. И обратно сюда их переправляю по очереди. Сейчас уже 5 бригад перевел в эту сторону. Осталось еще 3 мне переправить сюда. Уже подходит один на той стороне. Километров 20 где-то. Я щуку иногда вылавливаю. Сдаю на факторию коммерсантам. Принимают у нас много. Вот так оленеводы помогают, которым я помогаю на переправе тут. Я как бы добровольно их перевожу, но тут живу, так уже некому уже переводить. Я хожу поэтому. Я уже постоянно, как тут начал жить, наверное, уже 7-й год перевожу их. Весной эта речка глубокая, коварная, течение сильное. Сейчас эти появились, это молодежь у нас ездит на этих квадроциклах постоянно. А их же надо по глубокой воде, они тонут, их надо подвязывать этим, чтобы поплавные вот эти поплавки были. Я научился их как подвязывать правильно, и раз, мы на моторе вытягиваем, они даже не промокают, ничего. Вытягиваем на той стороне, допустим, весной. Тут же заводят и уезжают сразу хорошо. Как железо дерево. Работы полно. Вот. Весной, когда раскидываем продукты вот на север, с юга везут, я и проводниками езжу иногда на север.
Дорогу показывает молодым, чтобы не заблудились во время пурги или что-нибудь. Постраховываю их. Тут помогаю, в общем, на переправе. Оленей много у них. Переправляю, чтобы закупорки не было на речке. Только вот этот... В том году я вот сколько лет вожу, этот... Моторка одна сломалась, только сейчас другую опять привез. Приходится на моторке перевозить их на слабеньком, на 4. Пост с собой неохота пока бросать. Не могу уйти, потому что кто же потом их переправлять-то будет? Я как бы добровольно, как они называются, волонтер вот как бы. К речке подойдут и ждут, что думают, знаешь, что я приеду туда. Смысл жизни дает здорово, помогаешь кому-то, цель какая-то появляется для жизни. Это у меня младший брат на море ушел с оленями. Вот им будет новая нарточка. Сейчас скоро они уже придут со дня на день и обратно будут кослать. Время уходит не так уж много. Вот сейчас вот эту полмесяца вот как делаю понемножку. Так, 51-я нарта. По всей тундре у меня мои эти макеты такие ходят. Все-таки нарту пока еще не отменял никто. Она крепкая, амортизационная. Ничего другого не придумать для кочевок. Вещь хорошая, вещь. Да. Тут еще один сосед есть, очень агрессивный, правда он. Ну, сокол, он, как его, кречет там вроде его называют здесь на севере. 30 лет я его вижу. Вот тут у него гнездо рядышком, сейчас его что-то нету. Наверное, с птенцы на крыло стали, наверное, с ними ушел куда-то по круге, тут рядышком летает. Маленький. На орла похож, только очень маленький. Близко, вот, где к выводок, 5 метров могу подойти, не трогает меня. Мы уже давно знаем. Я на моторке по речке проезжаю, махну ему, кря-кря. Узнает, видимо. У него зрение очень хорошее же, далеко видит. Этих куропаток дерет, что только он ловит их. Хороший охотник он, это вообще. А у нас на речке такого плавника полно, сухие совсем. Сверху приносит по течению. Сейчас я вот недавно на пенсию ушел по старости. На жизнь вполне хватает нормально, нынче. Вот этой формочки у него металл чугунный, металл толстый. И когда варишь, ягода не сгорает. Долго можно томить его вот так на углях. И она более вкуснее получается. Как бы томлю я его сейчас. Так. Это чтобы я сохраняю там витамины в нем. Чтобы витамины не испортились. Зимой я кушаю бурьяна, люблю кушать. Ну, сырок там. А летом от горбуша вот хорошо идет к осени, правда. Вот в это время. Жарю его, жарить вообще отлично подходит. Варить можно его. Или солить хорошо.
Все рыбы полезные, так то, если их хорошо сделать, то... Никогда я не хотел быть уединенным. Наверное, сейчас получилось так, что я одиночество, наверное, так скажу. Если бы я успел, когда вот Союз развалился, я бы успел госэкзамен последний сдать по навигации. Один экзамен только остался. Я бы постарался бы на север уехать, на севере работать, ближе к своему климату. Выучился бы. После первого курса приехал в Белоярск, сказали, что мать у меня умерла. Прилетел в одно место, а там дальше надо было пешком идти, километр 30 пешком шел к морю. Захожу в чума, смотрю, мать жива. Оказывается, имена, фамилии перепутали с другими, да. Она, смотрю, стол накрывает. Это был счастливый момент, да, от жизни. Я чуть не в обморок не упал. Да, радио не ловит, спутник далеко товарищ. Я вспоминаю обычно своего деда, своего первого учителя. Он всегда советовал, что надо удерживать все это постоянно. Сказки рассказывал вечно, как все это. Но с его школы. Они же в то время ни машин, ничего не было, ни снегоходов. Даже на оленях все успевали. А это было, я думаю, что намного труднее. Даже куда-то выехать надо, 2-3 дня ехать, возвращаться еще надо. Мечта. Ну, я думаю, что успею уже в море сходить как-нибудь попозже, когда времена хорошие наступят, яхту куплю. Ведь я там еще не был на островах. Вайгаш там такое вот это. Так и тянет немножко иногда.